Панас. Ну, панас. Панас, блядь, панас. Охуенное очко уже вижу, вкусное, блядь. Это в этом очке вся игра будет? Crystal Dynamics, видимо, портировали. Ой, блядь. Спасибо за порт. Ну тут, видимо, заставка, да, на ПК-версии там просто картиночки меняют. Ладно, понятно. Пиздец, это меню нахуй. Ну... Да, но вот это вот в очке, блядь, происходит действие игры. Ой, нахуй я вылетел. Подожди. Нахуй гиперспейс. Третья от солнца. Считаем. Зелененькая вот. Ебаться в Нет, это Венус. Хотя ладно, давай на Венус. Ну вроде, блядь, единственная играбельная игра на этой ебучей консоли найдена. Обнаружена, блядь. Картинки еще какие-то нарисовали, блядь. А, бля, надо... В жопу ебут. Блять, какие-то уебищные картинки. Нахуй они нужны? Нормально же выбирается, блять, ПК-версия. Ну, короче, играть можно, видимо. Да, в это можно. Это играбельная игра найдена на ебучем говне, блядь. Бля, может в эту версию играть? Сомнительно. Хз, что-то сомнительно. Я ебал вот это меню. Бля, тут тоже опасность. А чё это? А, у меня, может, места нет больше. Подожди. Бля, меню просто такой кал, блядь.
Ладно, все, пиздец, доигрался. Так, ладно, короче, сейчас я еще диалоговое окно посмотрю, как тут выглядит и все. Землю надо найти. Где там земля, блядь? Третья от солнца, нахуй. Раз, два, три. Вот она, земля. Красная, блядь. Блядь. Это не Земля, это Марс. Блядь, что за хуйня? Блядь, в 3D версии Землю удалили, видимо. А, блядь. Зеленая земля. Подожди, нет, синяя земля. Стой. Что-то я нихуя не понимаю. Раз. Два. Синяя земля. Почему она синяя? Она должна быть красной. Вот. Attention, interloper. Heed this recorded message. Бля, ну тут This сабов нет. throne vessel speaks with the voice and authority of Urquan. You are trespassing within Urquan space. This world, Earth, may not be approached for any reason, nor will hostilities against our orbital platform be tolerated. In addition, your ship does not respond to standard hierarchy identification transmission. Attention unidentified space vessel. I am Starbase Commander Hayes of the slave planet Earth. Our hyperwave broadcast We're initiating transfer of radioactives, Captain. Now, as soon as our engineers can refit the energy cores, Star Control sign any science in the core would in the officer during the war aboard А как сабы включить? in the core. Ладно, все. Короче... Нету сабов. Ладно, понятно. Крутая версия на крутой консоли, блять. Ну хотя бы FPS есть.
Хотя бы такое понятие, как FPS в этой версии существует, блядь. В этой игре единственный нахуй на блядину эту ёбаную. Но крутые играют вот в это. О, гейпад работает. Ебать. Так. Movies. Слайдс, наверное. Хуй его ебет, блядь. Все по дефолту делай мне. Ну пусть 3DO музыка будет, я хуй знает. Погоди. Сука, я, бля, хуею нахуй. Я ничего не понимаю, блядь. Конечно, видимость из жопы пидора вылезла, блядь. В скобочках Star Control 2. Это что, событие первой части? Ебать. Так, как обычно. Чисто классика. Лампы эти вообще пиздец.
что это супер-ультра планета огромная, а фабрика. Фабрика, блядь, звезд. Ебать. А, вот они его построили, блядь. Вот почему корабль так уебански выглядит, сука. Бля, а чё в первой части было? Да все, я понял. Не, ну тут торопиться и выебываться не стоит, потому что тут сюжет трахает. Пусть по дефолту зельник и индикатор, блять. Давай сразу планетки обдрочим. Тихо. Нет. Плуто. Вот как все удобно, а не эти картинки дрочить, блять. Что-то вообще нихуя нет. Ебать. Что такое? Mayday from Surface. Блять, ну и шрифт, конечно. Цвета. Ковальский убит, блять, фриц. Attention, a big, mean, hostile alien vessel hovering overhead in an obvious attack posture. Это мои пацаны мне This is Spotty сказали. Captain Sowito. I know you are going to torture me, so let's just get this over with right now. The coordinates of my homeworld, Spatiwa, are 241.6 by 368.7, and the ultra-secret Spatty Cipher, which is known only by me and several billion other Spatty, is Huffy, Muffy, Duffy. Sorry about that little mistake with your landing vehicle. I was so startled when it approached my vessel in a threatening manner that my automated defense systems fired on it when it got too close. I hope nobody got hurt. Пиздец. Да ладно, пару долбоебов сдохло. Ковальский, хуяйский. Are you sure?
because your statement is often just a more polite way of saying, "Attention alien vessel, identify yourself or be destroyed." In any event, I am Spotty Captain Rico of the Void Ship Star Runner, based here in this planetary system as part of the powerful Earth-powered Star Force, which our master, the Ur-Quan, established here to make sure the Earthlings don't do anything tricky. About 20 years ago, this region of space was dominated by a loose confederation known as the Alliance of Free Stars, which was composed of the aliens native to these parts who did not want to be enslaved. They made a valiant effort against the superior Ur-Quan forces. It even looked like they might miraculously defeat the combined Ur-Quan armada, right up to the point at which the Ur-Quan totally defeated, indeed annihilated them. When the Ur-Quan armada entered the system to subjugate formerly the Earthlings, the Ur-Quan presented the humans with the standard slave options: join the hierarchy as combat brawls and retain some autonomy, including the right to travel through space, or become a fellow species and return to free atomic savagery on the surface of their homeworld, encased for all time beneath an impenetrable force shield. The humans chose the latter option, and so were swiftly imprisoned on the surface of Earth. But the Ur-Quan didn't trust them to obey the restrictions, so they chose a small group of hierarchy combat starships from the Illite and Spartan fleets to create the so-called Earth Guard and station them at a base on Earth's moon. Originally, we were stationed on Earth's moon, which made us Spotty a bit uneasy because with each passing day we grew more and more worried about the sneaky Earthlings making a surprise attack. But the Illred kept telling us that it was impossible since the Earthlings had no ships or weapons whatsoever. That made us feel a bit better, but when the Illrat left, again we grew fearful and decided to make a strategic redeployment to Mars. Later on we decided it would be prudent to relocate to Jupiter's moon, Ganymede, then later Saturn's moon, Titan, and finally here to Pluto. Пиздец, насыкичих съебали. Ебать, тут, блять, просто пиздец. Прилетел нахуй на планету. The Illrat contingent were supposed to be the toughest ridge crest, the most rigid flipper, yes, the backbone of the Earth Guard force. But they departed the system en masse not long after the last Ur-Quan dreadnought vanished from this region of space. They claimed to have received a direct order from their gods of evil and darkness, who had grown dissatisfied with the Illrat's passivity and wanted them to kill, or at least torture someone soon. Personally, I believe they just got bored and went off to have some fun. Well, when they were pushing up into hyperspace 18 years ago, we asked them that very question, and I think they said something to the effect of, "Real soon." We decided that if the Earthlings figured out we had abandoned the base on Luna, they would be more likely to try something sneaky. So, we rigged up some old service androids and ordered them to drive around on the lunar surface in bulldozers, endlessly pushing around the same piles of dirt. In addition, we connected the base's local radio transmitter to an audio Melnorme fun rum called Winky's Happy Night, hoping they would think we were still there. Блять, ебать тут руфлы нахуй. Сколько там сдохло вообще, что-то проебал? Много, нет? Over the past years, it became necessary to redeploy strategically some of our Earth-powered forces to our homeworld in case of a sudden surprise attack by a vicious, unrelenting alien race which we Spotty call the Ultimate Evil.
dozens, that is to say scores, and perhaps even hundreds of my brethren stride through the corridors of this specially modified, super-efficient, mass-destruction-oriented starship, which could lay siege to an entire planetary system should we choose to do so, which, fortunately for you, we have decided not to do today. I am undone! You are far too clever for a poor spapper like me, and now I must submit to your superior alien intellect. I guess I am not revealing any truly important secrets if I tell you that each of my species' Lunar class void ships typically holds 30 spapper crewmen, though at present my vessel, the Star Runner, is not up to full complement due to the needs of my homeworld in their resistance against the ultimate evil. And in fact, my vessel is somewhat understaffed right now, seeing as how I am the only spotter on board, which is a bit frightening, as I am sure you can understand. Сколько ж тут пиздежа, это вообще пиздец. How true, Captain, how true! In truth, just between us, during the past 7 years, I have been quite ill at ease, and yet now I find myself enjoying your company. This witty dialogue, and in the presence of your huge, powerful, death-dealing starship, which, being my friend, you would certainly feel compelled to use in order to save me from any hostile life forms who threatened me with death. As yet, the ultimate evil remains largely unmanifest, and its powers and exact intentions are still a bit obscure, since it lurks just outside the range of even the most sensitive long-range detectors, which we feel gives conclusive evidence as to the ultimate evil's nefarious intent. Since it was our most powerful and unforgiving masters, the Orkwan, who stationed us here, we knew it would be grossly stupid to disobey them completely, but we decided it would be okay to send just one ship home. We used one of our most ancient and solemn rituals, Poon Taffy, to pick the lucky ship. Then, some months later, we decided that it wouldn't really hurt if we sent one more ship home. And then later we sent another, and then another. Well, you get the idea. Alas, as fate would have it, when the final ritual was performed, I, Barriffo, was left here alone. For as even the most immature in wrestling knows, there must always be one spotter who picks the short top run stick. Our masters don't really keep us very well informed about their goings-on, so that all we know is that immediately after the subjugation of the last Alliance race, the Yahat, I think, the Urquan gathered their dreadnoughts and departed for the edge of the galaxy, commanding us to obey the slave laws or face their wrath when they returned. Ебать, сколько же тут пиздежа. We only know bits and pieces of what happened to each race. For instance, when defeated, the Yahat joined the hierarchy as combat thralls, while the Cyrene chose to be slave-shielded on a planet in the Bugsquirt star system. No, that's not right. I forget its name. Anyway, where was I? Oh yes, the Shafixti. They were utterly wiped out in a gigantic blaze of glory. Пиздец, с каждой фразой еще появляется. The Shofixti were half feral, as you know, having been uplifted by the Yahat just a few decades before the start of the war. Given their habit of detonating those suicidal so-called glory devices in combat, it came as no particular surprise to me when, upon the arrival of the Orquan Primary Task Force at their homeworld, the Shofixti caused their sun to explode in a colossal supernova, destroying the entire planetary system, and not incidentally dozens of Urquan dreadnoughts. Me? You mean me, personally? Well, nice of you to ask. I was born a poor green incrusting, the youngest child of a family of 18,487. My male parents had to work hard to support us, very hard.
But each of my brothers and sisters and I tried to help out to make ends meet. The female parent was kind and sweet to all of us. Why, she once even called me by name. She said, what a treat, a golden memory. I swiftly matured into a fine example of my species with my parents' assistance. Achieved independence. Specifically, they pried me from the door jamb and rolled me into the street. Thus prepared, I set out to make my fortune. I had great dreams in those days. Yes, great dreams! I knew that someday I would be vastly rich, wealthy enough to afford a large, well-fortified mansion. Surrounding my mansion would be vast tracts of land, through which I could slide at any time I wished. Of course, one can never be too sure that there aren't monsters hiding just behind the next bush, so I would plant trees to climb at regular, easy-to-reach intervals. And being a spotty of the world, I would know that some monsters climb trees, though often not well, so I would have my servants place in each tree a basket of perfect stones. Not too heavy, not too light, just the right size for throwing at monsters. I was thinking about what color the stones would be painted. Aqua, mauve, or magenta, when a vegetable cart came careening down the street outside my house. I knocked me unconscious. When I awoke, I was aboard the void ship Star Runner, headed for Earth. Apparently, I had been out of my head for quite some time after the accident, and with the assistance of some kind strangers, had been relieved of my funds and convinced to join the Navy, where I have been unpleasantly employed for the last 25 years. Бля, охуительная история. Happy days and jubilation! I discard all prejudice and hesitations and accept and celebrate your offer of protection and your undying commitment to my well-being. I must wax melancholy for just a moment though, and make sure you understand that any other spotty ships we meet at large in the galaxy are not going to be quite so responsive to your friendly gestures as myself, since they bear more heavily the yoke of Urquan enslavement and are also apt to talk themselves out of allying with a totally unknown alien, which I, having been left here alone, cannot do. Welcome me aboard, Captain. Заебись, слетал, блять. Ничего тут больше не осталось. А чё крю не добавилось, блять? А, или крю. Один он там сидит. Но можно ему навалить, да, туда? Пусть сидит один. Да, жестко, бро. Блин, почему он так медленно летает около планет? Давай дальше синюю. Чек. Это что, Нептун? Блять, он даже на спутник ебануть. Что-то есть. Надеюсь, там не еб... А там не должно ебашить, это же просто камень ебаный. Сколько народу диспатчится? Ебать, 12 человек в одну пизду. Так это зеленая хуйня, это команда, блять, а не ХП кораблика. Получается... Получается заниматься такой хуйней, как
скинуть и до взрыва улететь, это кал, потому что умирают люди, что ли? Так, на Нептуне вроде никакой хуйни не должно быть адской. Ебать какой. Тут вообще нихуя нету. Но все равно надо... А, тут даже сесть на него нельзя. Минус 229 градусов, ебать. Жесткий. Все, я понял теперь, как работает. Значит, нельзя так делать. Ну, можно, наверное, если засейвиться и... Вот, наверное, сейв с камом только можно собирать с опасных планет. Бля, Юпитер с полной жопой спутника. Тут вкусности. Цианистый калий какой-то, блядь. Подожди, он медленнее здесь? Не, мне показалось, наверное. Тут какой-то жижа, блядь, по которой он медленнее ползет. Нихуя. Но можно диспатчиться. Короче, задача высадиться на все планеты в игре. Это задача. Все, высадился, поездил. Это не планета, а спутник, но на все, короче, на что можно высадиться. Ебать, вкусность. Тут вакуум. Ну все нормально, тут вроде везер нон, можно высаживаться. В жопу не порвет. Какая-то хуйня, короче. Что там место-то есть? $288 еще, да хуя. Подожди, а что я делаю? Я выкидываю, что ли? Погоди, я сейчас повыкидывал, блять.
Блять, зачем они сделали так, что ты жмешь и выкидываешь, блять? Ну ладно, похуй, я немножко там выкинул. Стой, тут кто-то лазит? Или чё? Вот два чела сдохли, блять. Пошел, не побоюсь этого слова, сейфскам. Ну не, ты вообще выдумываешь хуйню какую-то. Ты еще выдумываешь хуйню полную. Блять, подожди. Блять. Ну вот сдохли двое, ладно, чё помянем, блять. Нихуя. Не высадиться нельзя. Так, где я был, я забыл. А где Сатурн? Подожди, Сатурн это что такое вообще? Хотя бы на Марсе все спокойно. А Марс не атакует, блядь. Блядь, а где Сатурн? Нах. Есть такая планета вроде.
А фойл это что вообще? Бля, это, наверное, для гиперпространства. Как в Space Ranger. Вот это вот хуета Сатурн, наверное, наверху. Блять, ладно, хотя бы солнце сдохнет нельзя. Да, Сатурн. На сам Сатурн вряд ли можно сесть, это же газовый джайант. А вот на эту пиздятину. О. Блять, нахуй, подожди. Ну небольшой сейфскам, блядь, не повредит. Чё выебываться? Это все-таки игра в жанре миллион игр в одной, тут можно сейфскамить. Сейчас, короче, попробую за одну езду взять. Нет. Бля, плохо, что при загрузке скан спадает. Ну, можно по фасту это снова отсканировать. А причем на минерал именно нельзя, блять, упасть. Бля, подожди, а топливо-то конечное? Ёб, подожди, блядь. Топливо нихуя не для гиперспейса. Блядь, подожди. Я сейчас просто встану нахуй и все, блядь. Ладно, давай уж здесь дособираем. А хули у меня вообще топливо кончается? Подожди, блядь. Каждый диспатч топлива жрет, что ли, или чё? Стой. Каждый диспатч жрет топливо. Бля, если бы мы знали, мы бы тебя поймали. Нахуй, где его брать? Пизда. Вот это прикол, нахуй. Не стукай. Нельзя что-нибудь в баг закинуть, блядь? Тут ничего не будет. Интересно, какие планеты они там навыдумывали в других звездных системах. Тут-то понятно все, наши слоняры летают. Подожди, реально каждый диспатч, я сейчас проверю. Так, Марс, я был на Марсе, не надо.
Бля, я думал, на халяву летаешь, блять, парнишку и кайфуешь. Вот Меркурий. Ой, сколько тут вкуснятины, бля. Ну-ка, диспатч. Нет, не каждый диспатч. А что я не могу ничего взять? А, у меня места нет. Блять, все, короче. Надо что-то выдумывать уже. Куда это все сливать, бля, я хуй знаю. А я не могу освободить место, сделав вот так. Нет, не могу почему-то. Что, не можете в карго, типа, складывать туда, где они сидели, блин? Блять, да где эта ебучая земля опять? Давай рассказывай. Attention, interloper. Heed this recorded message. This drone vessel speaks with the voice and authority of Urquan. You are trespassing within Urquan space. This world's Earth may not be approached for any reason, nor will hostilities against our orbital platform be tolerated. In addition, your ship does not respond to standard hierarchy identification transmissions, and is therefore deemed to be independent. This is not permissible. Only subservience shall be tolerated. This drone now leaves to inform the Urquan of your transgressions. You are commanded to remain here and await the arrival of the Urquan. Так и сделаю. Disobedience will be punished. Так и сделаю, блин. Сейчас буду стоять дрочить тут 20 лет. О, тут даже можно текст. Молодец, что интересно. Так, а что на Луне там интересно? А, там какая-то хуйня вроде была. Ну-ка, а что если на Земле? Нельзя. Attention unidentified space vessel. I am Starbase Commander Hayes of the slave planet Earth. Our hyperwave broadcast is extremely weak. Situation critical. Energy cores exhausted. Scanners and deep radar are non-functional. We cannot identify your vessel. Are you the scheduled hierarchy resupply ship? Repeat. Are you the resupply vessel? Не, нахуй пиздить ты. The starship what? Never mind, look. We won't last much longer. Here's our situation. According to our oath of fealty to the Urquan, we must maintain the starbase, but we have no space vessels of our own, and the shield prevents us from contacting Earth, so we're totally dependent on the Urquan supply vessels for everything we need up here. We know there's a hierarchy base on the surface of the moon, but we can't contact them. The Urquan were supposed to resupply the base at regular 5-year intervals, but we haven't received anything in almost 8 years.
What we don't recycle, we can usually synthesize. But to do so, we need replacement radioactives for our generator energy cores. If you could bring us some radioactive elements, У we меня can есть. fabricate the cores ourselves. Are you willing to help us? У меня есть. Ничего мне не надо в Exchange. Забери это говно, блядь, у меня места мало. We're initiating transfer of radioactives, Captain. Now, as soon as our engineers can refit the energy cores, there, that's much better. Power ratings are climbing, life support is coming back into the green. Deep radar systems and sensors are now online, and I can scan your vessel. What the hell kind of ship is that? Just who are you, Captain? Да, корабль смешной. А я думаю, почему он выглядит как какая-то хуйня. Вот просто хуйня хуйней, блядь. А они, оказывается, достроить. Как можно не мочь, как можно не мочь достроить все, кроме скелета, блядь. Не понимаю. Блядь, любым картоном закройте, нахуй. Это, капитан Зельник, блядь. Star Control science mission, huh? Captain, I served as a Star Control officer during the war aboard several cruisers in the Corward Front. And if there'd been any scientific mission to Vela, I would have heard about it. You know, come to think of it, there were some rumors that Corridor 9, the Special Operations Division of Star Control, was directing some hush-hush operation near Androsynth Space. The Vela star system, yes, that would be the right direction. So, Captain, if you say it's true, how do you explain that huge alien starship you're flying? And why are you here? What do you want from us? Fight the Urquan. Win back our freedom. I remember having such thoughts myself once, long time ago. That was in the first years after the defeat, when it was still terrifying to look up and see the bloody glow of the pulsating slave shield overhead. Though day and night we gazed up at the impenetrable wall as though the sheer power of our hatred would pull it down. But over the years I spent so much of my time struggling, down on the surface, under the shield, and then later up here trying to keep the station alive, that I'd forgotten what it means to be free, to hate our Urquan masters. And now here you are, in an alien ship of unknown power, offering me your assistance to fight against the hierarchy again after all these years. Ну и чё не Captain, так? your offer is intriguing. It's tempting to think that with your advanced precursor technology, we can somehow crack the Earth's slave shield and reassemble the Alliance to attack the hierarchy. And this time, win the damn war. Consider the consequences if you should fail. The Urquan won't just punish us here on the station, they'll exact a gruesome retribution on the surface below as well. Before I commit this station to helping you attack the Urquan and accepting the risk of annihilation if we are defeated, I have to make sure that you and your ship have what it takes to oppose the hierarchy. I'll make you a deal. If you can eliminate the alien base on the moon and get rid of that threat at least, I will seriously consider your offer. After the Urquan erected the slave shield around the Earth and established this space station, they decided to leave a contingent of combat ships close to the Earth to keep watch on our planet and confirm that they were obeying the Urquan slave Да, у law. меня один такой I'm дурачок certain they're уже still out летает. there on the surface of the moon because we can pick up a constant stream of alien broadcasts. Be careful, Captain. There are probably a dozen Spathi eluders and Ilrath Avengers down there on the lunar surface. I don't know why they haven't come after you yet, but when they do, you'd better have your weapons armed and your thrusters burning hot. Он же пропизделся, что никого не осталось, блядь. Все съебали нахуй, кроме него. Чё там, получается, кто-то есть? Так, минералы имеются, энергия и еда.
Ебать, куча говна какого-то. Так. Подожди, а сколько у меня там освободилось места? Нихуя. Он, получается, слил радиоактивы, но не слил в то же время. Ебать, они стоят будет дороже всего. А не, вот это дороже всего стоит. Получается, вот это говно, я думаю, можно все повыкидывать хуян, если чё. Пиздец, откуда я это набрал нахуй? Так, я ничего не могу брать, поэтому надо пиздить сразу углю. Вот это вот, типа. Так, это надо не задевать. Миссия, конечно, да, на грани невыполнимости. Чуть не убил мальчика. А это что за... Да, все правильно он сказал, они съебались. Да, да, он так он, ну это то, что этот чел нам все сказал. Блять, а у меня нет места, нету, что они принесли? Так, подожди, я хочу кое-что проверить. Допустим, манифест, карго. Блять, можно зажать, но долго или что? А, он ускоряется. Сразу на эту базу. Возьмет ли он что-то, или он так просто для рофла это сказал? Не, он ничего не взял, он для рофла это сказал, блядь, сука. Ладно. Ну еще раз постреляю в этих долбоебов. Хотя их можно не убивать, наверное, это просто в валли, блять, ездят. Пылесосят пустыню, сука. Все, Миша накапишь.
Это пока пусть лежит. Я не знаю, куда вот слить. Вот ну, куда это сливать все. Мне надо слить это куда-то все. Может эти купят, блядь, я хуй знает. Чтобы дособирать все остальное на солнечной системе, блядь. Have you dealt with the base yet? I'll be darned. All these years we've been listening to their incoherent broadcast, and we never even guessed. Captain, listen closely. Long-range sensors show a ship closing on this station fast. Our computer identifies it as Ilrath, Avenger class. I think you've got a fight on your hands, Captain. Your best bet is to wait until you have point-blank range. Captain, it's jamming our signal. Сейчас будет битва первая. By the fetid breath of the Dark Twin Kazon, a human and an alien starship. How fascinating. When I intercepted that Urquan drone and learned that an unidentified starship had approached Earth, I never expected to find such a remarkable vehicle in the hands of a human. Humans are prey animals, weak and helpless. But here is a human in an armed starship, and therefore in direct violation of the Oath of Fealty. I am sure our masters, the Urquan, will punish Earth most severely for this treachery when I present them with the twisted wreckage of your ship and your many charred corpses. Бля, ну и ублюдок, конечно. Вот насколько охуенно вот эта картинка выглядит. И посмотреть на эту HD-версию, обмазанную мылом и говном, блять. Созданную как будто во флеше, блять. I have no fear of you, feeble mammal. Though my ship lacks a functioning cloaking device, and many of our crew are dead, my gods Dogar the Black and Kazon the Unseen have personally confided to me that they despise you humans, and that they will help us to kill you all. Нормально. What a beautiful sight, Captain. Не-не-не, это кал, A sensible plan. Все, дай мне загрузку. Yeah. Загрузку дай мне, блядь. Что I have good происходит? news to report, Captain. Блядь, дай мне загрузку, мэн. Ебать, тут такое есть. Have you dealt with the base yet? I'll be darned. All these Captain long range, our computer, I sure bet that. By the fetid of human, I bet you. Может, что-нибудь другое теперь ему сказать. Since you will soon be dead, I will gladly explain.
We have spent many years gleefully preying on the Pakunk. They are a pitiful, easily killed species. And we would have continued in this divine worship of Dogar and Kazon, but we required additional crew members and repairs to our cloaking device. So we departed the Jiglass constellation and set course for home. But before we had reached our region of space, we detected the passage of a nearby vessel, the Urquan drone. It informed us about you, so here we are. And now you die. Так, блять, вот это вот, конечно... Вроде как я читал совет эксперта, на этом нельзя воевать. Типа, для воевания вот это надо использовать, вот этих пиздюков. Но я не знаю. Я вроде как разъебал его, но это, скорее всего, я разъебал, потому что я этим. У этого какие-то ракеты, бля, и ладно, давай. Это коловик какой-то вообще. Хотя я почти его убил. What a Блять, сейчас опять начну. sensible. By the way, since it was the bit, I think at least. Не, это без урона я тут I have good news. We have sick them and as we so are. Я согласен только на без урона. Have you dealt with the? All these Captain Long Range are By the fairy Да все! Или прям на виндикаторе его трахнуть. Да не, надо на вот этом. Блять, он медленный какой-то, я их хуй знаю. Бля, да это бред какой-то ёбаный, ладно, убивай, всё, game over. Have you? I'll be done. All these Captain Long Range are By the fairy I bet you Сука, пока развернешься, блядь. Пока развернешься, блядь. Что это такое, а? Have you dealt with the bait? All these Captain Long Range are Может этот корабль крутой вот справа, который... By the fairy Он вообще стреляющий. Не, вот этот ракетчик самый норм. What a beautiful sight, Captain! I haven't seen an event. I guess so. Сколько я проебал народу? Now take. I have good. We so are the you be careful.
Блять. 14 челов. Have you dealt with the... Captain, our computer... By the... Ебать! What a beautiful sight, Captain! I haven't seen an Avenger blown away like that since the battle in Draco. I guess you've shown that you can handle yourself in battle, Captain. So my last reservation about helping you has been dissolved. I will commit this station to helping free Earth and defeat the Urquan. We may get our atoms rearranged in the process, but by God, Captain, we're going to try. So the obvious first step is to get the precursor equipment and software over here so that we can make it work with our ship repair fabricators. But then what, Captain? A sensible plan, Captain. Let's get to work. Good luck. By the way, Captain, I think we need a name for this new alliance we're going to forge. And since it was your idea, it's only fair that you get the honor of naming it. So, what will it be? New Alliance of Free Stars. Concordance of Alien Nations. United Federation of Wolves. Empire of Зельник. Ну, Empire of Зельник это полный кринж, блять. А можно четвертый рейх, блядь? Да хуй знает. Ну пусть это будет первое. Okay, that sounds pretty inspiring. So be it. The new alliance of free stars. Now, Captain, I expect the configuration process for the starbase to take at least 2 weeks, so let's get to work. I have good news to report, Captain. We have successfully integrated the precursor technology from your ship into our fabricator system, and as you can see, we've already begun minor repairs on your ship, patching up some of the micrometeorite holes. We noticed that your ship does not have an emergency warp escape unit, so our engineers rigged up some for you and each of your escorts. Now, you should be able to escape from a bad situation with the touch of a button. But there is a cost, however. The unit gulps up 5 fuel units each time your precursor ship uses it. Also, we now have a limited capacity to make modifications to your ship, to refine starship fuel, to build additional combat ships, and to train new members of your crew for the flagship and any ships you acquire for your fleet. Captain, I know you're eager to get to work, so I'll be brief.
If you have any questions how this starbase works, what resources we need, or just some background information on the galaxy, don't hesitate to ask. Not a bad job, Captain. Certainly, Captain. What do you need to know? We can modify your precursor ship, build additional combat vessels, and supply you with fuel and crew. This base is designed to service hierarchy ships. Fortunately, your flagship uses the same stabilized antimatter technology as hierarchy vessels and will be able to synthesize what you need. However, due to the size of your ship, we'll have to produce vast quantities of fuel, which will be a substantial drain on our resources. Our shipyard facilities are sophisticated and fully automated, permitting a handful of starbase personnel to do the same job as 500 vac-suited construction workers. However, the only designs that we had in our computers were incomplete hierarchy ship designs. Things looked grim until one of the officers came forward with an amazing story. Even though the Urquan destroyed every Earthling cruiser in the fleet nearly 20 years ago, one of my maintenance engineers was a Starship production assistant at the Detroit shipyard. When Earth was conquered, she was ordered to destroy all ship construction databases, but she secretly made copies of the blueprint discs and then kept them with her ever since. These discs contain all the data we need to build as many Earthling cruisers as you want, provided you, Captain, can supply the large amounts of mineral resources required to build those vessels. In theory, Captain, we could build alien starships here if we had designs for them. However, it's a well-known fact that alien vessels just can't be flown in combat without native starship captains at the helm. Ой, бля. We have almost 2,000 highly motivated, skilled professionals aboard this Давай starbase, and всех every single one of them wants a berth aboard your starship. However, each hand we lose to your ship means less manpower here at the starbase, and this is reflected in the crew RU cost. As long as you don't lose too many crew members to combat or planet exploration, the RU cost will remain static. But we have only so many warm bodies on this starbase, and if your needs for crew grow beyond a certain point, the cost could increase dramatically. Тут, получается, можно обосраться прям по полной, и грузов очень себе. As you know, Captain, we've committed the entire output of this station to building your flagship and your battle fleet into the strongest force possible. However, our resources are very limited, and we feel you must decide how we are to spend our effort and materials. To aid you in making these decisions, we have implemented a resource allocation scheme. We provide you with a numerical assessment of the station's resources and ascribe a cost to each task we can perform and each device we can build. It's up to you to decide how you're going to spend your resource units, or RU as we call them. To acquire more RU, you must bring resources back to the starbase. These resources can be either in the form of mineral ores gathered from planet surfaces or already refined metals and other valuable materials from the wreckage of enemy starships. The most straightforward way you can accumulate resource units is to bring mineral ores back to this starbase. There are probably enough resources in just the nearby dozen stars to build your ship into a powerful battleship or to create a strong task force of combat vessels. I would also recommend that you build several additional storage bays. When gathering minerals, focus on cleaning out one star system at a time. This way you minimize the cost of travel through hyperspace. While I respect your search for abstract knowledge, frankly, Captain, in our present circumstances, I see little use for such data here. Perhaps you can make use of biological information elsewhere. What else can I tell you? What aspect of history, Captain? Which group of aliens? None that we had made formal contact with. The Chen Jesu implied that they had met two other star-faring species, one near the Gickless constellation and the other directly coreward from Procyon.
The Arilu Lalile once mentioned having some fun with an alien race in Draconis, but like so much else with the Arilu, they never revealed the whole story. I'm sure there are hundreds more alien races in our galaxy, but beyond what I've told you, your guess is as good as mine. Okay, which race? The Shofixti are a race of intelligent marsupials who had been civilized for only a few decades when the war began. They were discovered in the Delta Gorno star system by the Yehat, who adopted and then uplifted the Shofixti, giving them advanced technology and cultural definition. Shofixti are noble and fearless warriors, Captain. In addition, their incredible fecundity and rapid maturation rate kept Alliance ranks solid even at the worst part of the war. You know, I once flew as an observer aboard one of their ships on routine patrol. We never saw the enemy, but I could never stop thinking about the glory device it had strapped to the bottom of its hull. The Yehat are a race of ancient warrior clans that have been traveling the stars for many centuries. Clans are highly competitive and sometimes even wage war on each other, but the clans are all loyal to the Queen and her royal family, known as the Veepzeeps. The Veepzeeps have been in power for over 2,000 years, and it is said that during their rule, the Yehat never lost a battle. I'd like to think I'm not a bigoted person, Captain, especially when it comes to allies, but there's just something about those Arilu that gives me the creeps. One thing I'll say for them, though, they possess some technique for moving really fast through hyperspace. They never let us know what it was, but sure beats the pants off our fastest ships. The Chenjesu were leaders of the Alliance, even though they refused to accept formally the title. I don't know if their silicon-based biology is just plain superior to our old carbon models, or if their fantastic intellect were the product of an ancient, peaceful culture. Whatever the reason, I'd rather be taking orders from a Chenjesu than any other life form, absolutely. One of the more amazing things about them was they never used hyperwave communicators. They could send messages naturally, and their natural hyperwave receptors were much more sensitive than even our best units. We didn't really get much of a chance to learn about those mechanical beings, but I'll tell you what I know. They're the product of a distant, unknown culture who sent a giant factory arc into our region of space many centuries ago. The Mother Arc, that's what the Earth Press called it, turned out millions of robots and finally broke down. I don't know why the Myrnaherm didn't repair the Mother Arc. Maybe they can't. My personal guess as to why they were sent here is that they're on the leading edge of a colonization project. And once the Myrnaherm have tamed enough new worlds, the genuine colonists, whoever they are, will arrive and claim their due. Most raw recruits saw the Siren as nothing more than warm, breathing pin-ups. Warm they are, and yes, they do breathe most magnificently, but Captain, they are far more than simple joy units. The history shows the Siren established and maintained a peaceful culture from their Bronze Age through their discovery of starflight. Before their planet was destroyed in a horrible cataclysm, their world was an Eden. What other group of aliens are you interested in? Which species? Our enemy is cunning, relentless, and possesses technology superior to all, but perhaps that found aboard your starship. The Urquan are born, live, and die for one purpose only: the subjugation of all other intelligent life in the galaxy. Why? I don't know. They'd probably have an easier time just destroying intelligence, but they're very careful not to use more force than is necessary to achieve their victim's submission. I'd sure like to know what made those wormy bastards as twisted as they are, and I'd like to know why they keep on the move, never stopping longer than it takes to enslave whomever they find. The Mycons are hard to get a handle on. In fact, I'm not sure any human has ever had a real conversation with a Mycon. What we know of them, we've learned from their corpses, which, I may add, have a nasty habit of coming back to life when thawed out from a decompression quick freeze. Mycon ships seem to expend a significant amount of energy on life support. This is probably because the Mycon only thrive in temperatures close to the melting point of lead. As far as we know, the Mycon are the only race to actively seek out the Urquan in order to become combat slaves. Imagine facing a cowardly, mobile clam armed with a howitzer, and you've got a good idea of what it's like dealing with the Spathi. Although they tend to avoid battles as much as their masters will allow, once in battle, a Spathi eluder is one tough cookie.
I once heard a rumor, though I don't like to believe in it myself, that a rogue band of courageous Spathi broke away from the main Star Fleet, painted their ships black with bright red stripes, and formed the Black Spathi Squadron, dedicated to performing brave and hostile deeds. Like I said, I'd have to see it to believe it. It's unfortunate that the Umga fell to the Urquan so early in the war, because I suspect we would have gotten along well with those big blob creatures. At the very least, it would have been entertaining. We know them a bit better than most races because they were eager to talk with our ships before, after, and during battle. The Arilu intimated that they had a relationship with the Umga before the Urquan arrived, but I don't know any details. When I was flying combat missions along the Corward front, there was nothing we feared more than the Androsith hit-and-run squadron. Their blazer ships were more than a match for our cruisers, so we stayed clear of Eta Vulpeculae, their home star. In addition, I think each of us aboard the ship knew deep down in our hearts that the Androsith had a damn good reason for hating us. Our grandparents had kept them as slaves for nearly 50 years. I still have nightmares about those spiders taking me prisoner, using me as one of their 6 sacrifices to Dogar and Kazon, their twin gods of destruction and torment. Those guys were almost as scary as the Androsith to those of us in Deep Space Patrol. Their Avenger ships could appear out of nowhere, melt a cruiser down to slag in seconds. Luckily for us, the bulk of the Ilrath fleet was thrown against the Genjesu and the Myrnaherm. The Starship Far Voyager, under the command of Captain Jeffrey L. Rand, encountered the Vux near Beta Mira. Although the details are hazy, it's generally accepted that Rand offended the Vux starship commander with an inadvertent insult. What other group of aliens are you interested in? Would you like information on any other aspect of history? Ебать, тут, конечно, нахуй. What about the war? Earth got involved late in the game in 2112 when the Genjesu arrived in our solar system for the first time. So let's back up a few years to 2098 when the Genjesu super-sensitive receivers detected a strange signal from the Ophiuchi constellation. Though even the Genjesu didn't know it, it was the first sign of the Urquan's arrival. The Urquan, having detected the presence of many sentient species, were beaming out an exulting hunting cry. The first direct evidence of the Urquan's intent was the sudden conquest of the Umga, a solitary though not unfriendly species in the Orionis constellation. The Genjesu, distraught by the invasion, were further angered when the Urquan turned their fleets on the hostile but weak Ilrath race. A hastily assembled defense force of Myrnaherm and Genjesu vessels turned the Urquan fleet aside, but the invader moved into Spathi space, rapidly subjugating that race. With each new conquest, the Urquan fleet grew larger as it added slave vessels to its ranks. Earth joined the Genjesu to form the Alliance of Free Stars at about the same time as the Androsynth stars fell to the Urquan Armada. Before the ink was dry on our agreement with the Genjesu in 2116, a new race appeared in orbit around the moon and asked for admittance to the Alliance. It was the Arilu Lalile. The timing seemed unusual, and the Arilu were definitely weird, looking like saucer men from Mars, but we were too busy cranking up our mothballed heavy industry that we really didn't pay it much attention at the time. At the start of the war, here on Earth, we were working like crazy, churning out hundreds of heavy cruisers and smaller support vehicles. The Urquan were busy too. Unbeknownst to us, they had moved down towards the Luton Star Group and were attacking the Vux, who only the Yehat knew existed. Our botched first contact with the Vux took place in 2119, and it was the biggest single mistake we made during the war. After defeating the Vux, the Urquan fleets ran smack into the combined might of the Yehat and Shofixti, supported by the first wave of our cruisers. Again, the Urquan turned away from the hard spot to attack the weak, though we just thought they were running away. In fact, the Urquan had found another independent alien race, the Mycon, in the Brahi constellation. The Mycon's voluntary submission to the Urquan brought the return of the Urquan fleets, now swollen with 100 devastating Mycon pod ships. The last entrants to the conflict were the Cyrene, a race of space gypsies who had escaped the hierarchy by moving their vast fleet of slow-moving habitats into human space. With the side set, the last Urquan offensive began.
Да, Вавилон 5. The Urquan came roaring through Vux space and tried to push past the India and Mira star systems. Their onslaught was barely repulsed, and our counterattack made hardly a dent in the hierarchy forces, but we held the line. The Corward front remained intact. Over the following 10 years, there were many great battles between the combined Alliance Starfleet and the Urquan and their hierarchy of battle thralls. Then in 2134, a dramatic shift in the balance of power took place. This must have been about the time the science research mission was sent to the planet of Vela. Our fleets were pushed back from the Indy-Mira line beyond Raynet. Holding Rigel caused grievously in Chenjesu forces, and the Urquan, recognizing this weakness, shifted to focus the brunt of their forces on Procyon. That was the last we heard from the Chenjesu and the Murnaher. A few weeks later, waves of ships hit us from all directions. When Ceres Station, our outpost on the asteroid belt, fell to the hierarchy, we knew we were beaten, but we fought on anyway. 3 days later, the Urquan vaporized our last remaining laser forts on the moon, and the dreadnoughts took up geosynchronous position above Rome, Moscow, Beijing, Tokyo, London, Buenos Aires, and Washington. We'd lost the war, and we knew it. But the Urquan decided to make it real clear. And that's why if you check any of our most recent maps, you won't find Buenos Aires. After the UN submitted their formal surrender, we were given a week to decide the nature of our servitude. The Urquan demanded that the decision be made through popular vote. When all the votes were tallied, Earth had chosen not to fight for the Urquan. We had become a fallow slave world. We were given a month to withdraw all of our people and equipment to Earth. Anyone or anything left off planet would be destroyed after the shield went up. Then the Urquan broadcast an odd message. All objects of human construction more than 500 years old were to be abandoned. We didn't know what the Urquan meant until they moved their dreadnoughts into new orbital positions and opened fire on the surface with their fusion weapons. In seconds, large sections of London, Paris, and other European cities were incinerated. At first, we thought they were going to annihilate us after all. And we noticed they were also striking such targets as the Giza Pyramids, the Parthenon in Athens, and Stonehenge. Curiously, the United States was almost untouched. The flaming rain lasted 40 hellish hours. It took days after we crawled from our smoldering shelters to realize what the Urquan had done. Our new masters had targeted every building, monument, or other man-made construction older than 500 years and destroyed it. In those 2 days, we lost most of the history of mankind. In some cases, the Urquan destroyed places we did not even suspect were significant. From their positions in orbit, the dreadnoughts blew away a kilometer of land in central Iraq, vaporized several targets in the Amazon rainforest, punched a big hole through the Antarctic ice cap to destroy something deep under the surface, and melted a broad swath of the ocean floor in the southeastern Atlantic. Then, just a couple of days later, the shield went up,
and our contact with the outside world stopped. The next time I saw the stars was 8 years ago, when I was transferred up here to be the new commander of this starbase. Все в проводах, блять, ёбаных. Would you like any information on any other aspect of history? Бля, да я уже охуел от этой истории, блядь. We have some data on this subject. What do you want to know about? Hell, you probably know more about them than I do, but here goes. About 200,000 years ago, when our great to the nth grandparents were just starting to play with stone knives and bearskins, a star-faring species suddenly appeared on the galactic scene and spread like wildfire. We found evidence of their presence just about everywhere, from an orbital platform on Alpha Centauri to a stack of data plates in a cave on Pluto to some nameless widget found in a voodoo shop in New Orleans. Though we never found a precursor body or even a picture of one, we can conjecture what they look like by examining the scale and layout of their equipment. Such an analysis indicates they were giants, say 5 to 8 meters tall and twice as wide. I don't know if they looked more like a brontosaur or an elephant. Anyway, about 3,000 years after the precursors made their dramatic appearance, they vanished. Poof! As far as we can tell, it took less than a decade to happen. You mean besides the precursors? Well, the only information we have is secondhand based on some research by a Chenzesu historian that I read at the Academy. Zed-Cert-Sek, the historian, found some evidence that there was a group of alien races who formed an interstellar empire not too far from here about 22,000 years ago. The only species in this empire actually lived in our region of space was a race of rock-like creatures who lived in the Vulpeculae constellation. The presence of the hostile androsynth in that part of space severely limited Zed-Cert-Sek's research. He never even found out the race's name. Yes, there is. Aside from the precursor relics we have found on Earth, often in museums mislabeled as modern art, we've discovered disturbing evidence of much more recent visitations. Perhaps you're already aware that during the mid to late 20th century, there were unaccountable UFO sightings as well as dozens of reported encounters with alien life forms. Although we can discount many of the reports as wishful fabrication or traumatic translation, the military authorities of the time kept a secret record of the incidents which were legitimate. In each such case, the aliens are almost identical in appearance. They have white skin and minimal facial features except for huge almond-shaped eyes, which are often described as glowing or luminescent. This description fits almost perfectly the Arielu Lalile. In most of the legitimate encounters, the people involved describe being physically examined or modified by the aliens. In some cases, unusual pregnancies occurred, and in almost every instance, there were repeat visitations as though the Arielu Lalile were doing checkups on their subjects. We never got the chance to confront the Arielu Lalile about what they did to us and why. I wonder if we ever will. Would you like information on any other aspect of history? Sure. Anything else? Can you be more specific? Ёбан. If you have the patience, I would recommend you spend several months or even a year gathering mineral resources. You can find such minerals on almost any planet's surface, but the quality and density will vary depending upon the type of planet you're on.
Base metals are probably the most common materials you'll find, but they aren't particularly valuable. You can find rarer precious and radioactive elements on metal-rich worlds such as Mercury. An old miner once told me that you could tell the relative quality of a planet's minerals based on the planet's color as seen from space. To remember the color sequence from good to bad, the miner had a mnemonic that went something like, "Very young orangutan could grow bananas perhaps rather well." It is also the case that mineral yields will be better at hotter stars. Temperature is related to the size and color of a star. Red stars are the coolest, then orange, yellow, green, blue, and the hottest stars are white. That all depends on whom you meet, doesn't it, Captain? Well, in all seriousness, if you encounter the Ilrath, Vux, Androsynth, or other hierarchy battle thralls, I wouldn't hold out much hope for a peaceful encounter. So if you feel you have the advantage, attack. The resources you will scavenge from the enemy's wreckage are well worth the effort. If you can find alliance races who are in a position to help us, then you must convince them to join with us. Their assistance may be crucial to our success. Let's see. You need to build up and balance the strength of your flagship. I would add thrusters up to, say, 5 or 6. Speed is essential in combat, but it would also pay off over the long haul in hyperspace. And if you prefer to avoid confrontation, nothing beats a great pair of legs. I would add turning jets for increased maneuverability. I would add enough weapons to defend yourself if you're caught without escort ships. You need more crew, at least 50 to make productive voyages into space. You need additional fuel, at least 50 units. Your weapons will be underpowered in combat if you don't have at least one dynamo. Use the resource units you have accumulated to improve your flagship. Captain, I wish I had an easy answer, but I don't. The only way I can see of liberating Earth as well as the Alliance allies is to destroy the Urquan and their armada of battle thralls entirely. To defeat our enemies, we will need awesome strength, both in your flagship and the fleet, as well as the assistance of powerful new allies. Though combat will be unavoidable and sometimes necessary to achieve our goals, I'm certain your wits will be at least as important as your weapons. You'll need to explore this region of space, gathering resources and information wherever you go. I don't know, Captain, but I suspect their battle thralls know more than we do, so I suggest you try to gather information from them, perhaps by force. At first, your ship will be far too vulnerable to permit frontal assaults on the Urquan. Even when your ship is at full power, we're faced with the reality that the hierarchy has thousands of ships. You cannot win the fight alone, Captain. You need allies. Also, towards the end of the war, when the hierarchy broke through the Corward front, we heard rumors that the Urquan had unleashed some kind of super weapon which was unstoppable by normal means. You need to find out if that rumor was true, Captain, because if the Urquan do have such a weapon, we'll have to find some way to stop it, or all our efforts are for naught. If you encounter an unknown alien race, proceed carefully and diplomatically. We need all the friends we can get, and we certainly can't afford any more enemies. Remember, Captain, with your precursor starship, you hold awesome power. But there will be situations when dealing with an alien race where a carrot will serve better than a stick. But first, you must determine what carrot the alien wants. You need to accumulate enough resources so we can build up your flagship and assemble a strong fleet. I'd also recommend that you acquire blueprints for other more powerful ships than our trusty cruiser. I suspect that aliens will not give you such prints unless you form an alliance with them. What else can we discuss? What else can I tell you? Все, блять, давай завязывай. Fine. Is there anything else you need? Farewell, Captain. Самый, блять, длинный диалог в истории, нахуй. Диалогов.
Да что за Динамо юнит? Бать, тут всякой хуйни мне не летит. Мне она не нужна, я не буду воевать на этом корабле. А вот сторож нужен, наверное, блять. Еще, блять. Что Динамо юнит делает? Стой, максимум велосити. Блять, иди ты нахуй. Где там эти движки ебать? Так, пока что хватит. Пиздец, тюнинг жесткий, конечно. Так, воевать я на нем не буду. А чё, подожди, Planet Lander? Зачем еще один? Похуй, еще один не нужен на сейфскаме. Бля, я столько въебал что-то. Ладно, пойдем. Давай еще. Да, я не могу, у меня нет. Так, пока что ладно, подожди. Все, я понял, короче, игру. Да, бля, я забыл уже, где я был, где собирал, а где не собирал. Меркурий, там вот самый пиздец, вкуснятина всякая радиоактивная, это надо сбор сделать. Вот это что за планета? Винус. Что мне кажется, она жесткая, так что сейф. Блять, она ебанутая, нахуй, что-то.
Блять, стоит ли смертей людских? Бля, можно ли это как-то все говно собрать? Все-таки без потери. Блять, это невозможно. Блять, да это пиздец конченый нахуй. Два умерло, ублюдка. Еще два умерло. Бля, там хуйня ж полная собирается. Бейс-металлы ебаные. Ради бейс-металлов вот так вот дрочить. Кал. Так, на Марсе вроде осталось, потому что я не смог взять. Нет, нихуя не осталось. Бля, где осталось? А, тут нихуя и не было вроде никогда в жизни. Блять, ты охуел?
сколько там? Ну вот это нормально, нормально. Куча говна набрана. Так, и что-то я еще там не добрал где-то, когда у меня кончился этот Cargo Space, блядь. Не помню где. Может там на Сатурновской теме. Да, вот в этом пиздюке вроде лежит. Не, нихуя нету. Блять, а где? А это что за пидор? Во. Нептун, блять, есть такая еще планета. Тут тоже нихуя, блять. Тут просто нихуя. Во. У Юпитера вот этот пиздюк слева маленький. Да блять, как так? Куда все делось нахуй? Или я ебанутый? Сука, мне кажется, я что-то проебал, когда у меня кончился. А, может это на Луне произошло. Ладно, видимо это на Луне было, мне показалось. Так, все, лечу на Землю, сдаю это говно. Подожди, а на Луне я собрал? Сука, заебал. Бля, я хочу уже другую систему звездную чекнуть. Hello, Captain. Здорово. Ну сколько? 1076 русских у меня. Good work, Captain. Нормально. Try to avoid getting... Нормально, чё. Давай еще что-нибудь ебанем. Топливо желательно до 50. Бля, я бы хотел себе еще одного пиздюка для надежности. Блять, а как это оперировать? Этого хватит. И еще на последние копейки.
Все нахуй, я готов трахать мужиков по полной. Лечу в другую вселенную, блядь. Как тут вообще выглядит гиперспейс? Так, это и враты ебаные, это спати. Вот, кстати, к спати можно. К спати можно, да, наверное, ебануть. А, это вся. Вот эта вот хуйня выглядит как какая-то база, блядь. Там на нете сидят. Подожди. Альфа, аквалибра, аквадрочка, короче. Хотя не, давай лучше куда-нибудь. Бета Луриане, альфа дрочка, короче. Я лечу в альфа дрочку. Не знаю, как только. Где я? Сириус, ебать. На Сириус ебалах. Ну что-то Сириус какой-то вообще слабенький. Чё, одна какая-то пиздюлька, блядь. Сириус какой-то несерьезный, нихуя. Ну нихуя тут, блядь. Бля, я надеюсь, это не опасная зона. Зона дрочильника, блядь. Бля, тут полный распиздос. Как вот с этим жить? Как это делать? Как собирать вот в подобных ситуациях? Тут пиздец, тут вкуснятина, зеленые, огромные. Подожди, зеленые это кто? Зеленые это за 5 рублей, блядь. Огромные, там их дохуя в одной пачке. Бля. Хочется собрать, но это такой ценой будет. Одну хотя бы урвать. Блять! Ну получилось, кстати, без 17 нахуй. Бля, конечно, так можно сделать, но это такой сейчас будет анал, блять. Блять, ну не, миллион людей умерло, нельзя. Блять, такая рандомная, конечно, жопа. Вот сразу в костер, блять, сразу в костер. Бля, я не знаю, может тут есть какие-то анти-хуйни, блять, или так и должно быть. Один человек стоит 3 рубля всего лишь, но он сказал, они будут повышаться, чем больше ты тратишь людей, тем больше будет стоимость. Но я, допустим, вот все, если это соберу, это будет уже миллиард, блять. И пересилит стоимость людей, наверное, блять, я не знаю. Мне кажется, можно хуй положить. И рили собрать все. Хотя бы человек 20 потратив. Это будет стоить того.
Ебать! Топливо, мне кажется, так топливо тратится дохуя, но, блядь, а как иначе-то? Как иначе-то, сука, как иначе-то? Блядь, если все это собрать, это будет пересилить все топливо. Уже он 5 умножить на 37, это уже сколько, блядь? Одно топливо стоит 20. Хотя это получается... Или чё? Я понимаю. А, да, я что уже сдох. Блядь, что-то мне кажется, это нихуя не выгодно. Один залет стоит одно топливо, допустим, но иногда нет. Это 20 рублей. Не, это выгодно. Это я хуйню какую-то несу, блядь. Пиздец, как выгодно. Но все равно. Так, ну одного я проебал, ладно, можно с этим жить, блядь. Вот хотя бы крупники, блядь, слезать нахуй. Блядь, слезал говно с жопы пидораса. Ладно, похуй, 5 всего лишь умерло, с этим можно смириться, блядь. Зато уже, блядь, пиздец. Блять, почти без... Не. Блять, какой же пиздос, нах. Блять, вот прям... Так близко, но смертельно опасно. Короче, ладно, все, я заебался этим заниматься, нахуй. Это нихуя не стоит того, блять, мне кажется. Все, вот, это весь Сириус, блять. Да что, можно на сам Сириус залететь, блять? Да. Одна жалкая планета. Дальше. Вот тут что у нас? Можно узнать? Блять, ладно. Альфа Луэр. Но я вот сюда хотел вроде как. Так. Что тут у нас
Тоже, конечно, по планетам 2 штуки всего лишь, блядь, жалкие, вонючие, обоссанные. Ой, блядь. Блядь, если и здесь полный распиздос, нахуй, я ебал. Давай не дрочи жопу. Блять, подрачивает, но немножко. Блять, дай дожить. Сучмо ебаная, блядина ебаная. Не-не-не, здесь можно нормально собирать. Не потеряв ничего. Криптон. Тихо. Сейчас вообще ни одной молнии не было. Так, и здесь надо сейчас вправо уйти. Заебись. Ну вот это другое, это похоже на планету хотя бы, а не хуйня какая-то. Конечно, коловики в основном, но ничего, жить можно, блядь. Бля, охуительно. Ты не должна выебываться, ты вдалеке от солнца. Да, от солнца. Тем более одни синие копейки. Не, что-то выебывается немножко. Блядская пизда ебаная, тебя в жопу ебут целыми днями, тварь ебаная. Короче, блядь. Блядь, можно было бы... лучше увеличить грузоподъемность вот этого пиздюка, блядь. Сука, блядь, мразь ебаная, блядь. Ну тут их можно доджить, кстати, но, блядь, надо быть ебанутым водителем. Вот это супер круто. Или нет? Вроде зеленое круто. Не, зеленая кал, блять, самый гнилой. Не гнилой, зеленый, это вот эта пятерка нормально. Продуктивно. Большего и не надо. Все, Альфа Лурая. Блять, это же надо, наверное, запоминать, да, где ты был. Где ты не был. Альфа Лурая. Пропылесосил. А, тут по величине, я смотрю, видимо,
если маленькая, то там, значит, мало планет. Если большая, там дохуя планет. Бета Лурай. А да нет, тут дохуя тоже планет. Так, Альфа Лурай и Бета Лурай пропылесосили. Я запоминаю жестко. Пиздец. Красноюбинск, блять, какой-то Красноярск, да. Так, вот это красные ублюдки. А, это хуйня. Коррозия, блять, коррозия металла. Не, подожди, это фиолетовые ублюдки. Это супер крутые экзотические хуесосы. Тут, наверное, сейчас меня планета взорвет, блять. На подлете. Хотя вакуум написано, не должно быть ничего. Тут и нет ничего. Ебать халява. Пиздец! Вот это бляда. Вот это бляда. Блять, самая дорогущая хуйня просто на планете, которая тебя не ебет. А планета, где просто ядерные взрывы каждую секунду. Блять, эту хуйню там копейки, блять, жалкие собираешь. Заставляет задуматься. Ебать тут. Сюда. Ой, вкуснятина. Ну, вакуум, я так понял, ничего нет. Все, свободен. Кайфуешь. Ну, тут копейки, конечно, жалкие, блядь. Копейка рубль бережет, так что выебываться нет смысла. Копиум. Так, сначала малышей, потом основняк. Ну, копейки тоже, но зато безопасно. Бля, заебись, что гейпад поддерживается. Без проблем. Даже стик, блять. Идеально. Этот близко к звезде, ну не близко, но может быть опасно. Да, тут атмосфера присутствует. Ебать. Сейчас я буду все это собирать. Подожди, меня в жопу трахнут, скорее всего. Тут что-то опасно. Бля, здесь вот эти анусяры, блять, вылезают белые. Ну не, жить можно, это не самый пиздец, который может быть. Блять, а вот это пиздец. Блять, надо собрать вот самое вкусное. Что тут вкусное? Красная хуйня, желтая. Вот желтую надо собрать.
А вот оранжевый вот. Оранжевую тоже надо собрать. Но, бля, там такая мелочь лежит. Тихо. Блядь, так сразу ебет, падла. Подожди, так это же металлы хорошие. Блядь, да тут все бы собрать, конечно, в идеале, но, блядь, ебет планету. Вот этот пак вкусности точно надо собрать. Ладно, один умер. С этим можно жить. Но мне кажется, все, наверное. Ничего. Вот тут почему-то ёбля жесткая, блядь. Малютки остались, ёбаные. Ладно, я сейчас попробую за один знаю, короче. Бля, да не, ничего. Не, это вообще не здесь. Не, это кошмар. Ладно. Блять, похуй, смирюсь я с этим. Все нормально. Понятно, газовый уебан. Они все, наверное, жесткие, блять. Не, вряд ли это жесткое. Крутится быстро. Блять, кишит танковое управление, я рот ебал, но, блять. 92-й год, как бы, если что. Так что выебываться смысла вообще. В 2024-м ничего подобного выставить не могут, блять, выглядят ебаные, жалкие, сука, твари, блять. Нихуя. Это газанюх ебучий, блять. Так, а что это за пиздюхи, блять? Зелененькие, да? Кто вы по жизни? Ну, можно. А это не тени верхние или зелененькие? Вот похуй, короче. Все надо брать. Эту пиздюшку тоже не порвать. Блять, тут опасно.
Блять, стоит ли тратить топливо ради... Стоит. Своих не бросаем. Но это, скорее всего, тоже такой не особо опасный тип. Блять, нихуя себе! Ты долбоёб? Ты чё себя так ведёшь, блядь? У тебя, сука, 5 коловиков, нахуй, серых, блядь. Ты чё себе так позволяешь вести себя, блядь? Бля, ну я, конечно, сейчас попробую. Не-не-не, это вообще, это как? Не стоит того, наверное. Да иди ты нахуй, долбоёб. Ну вот эти два взять, я хуй знает. Тему. Блять, взял в рот. Да. Блять, ладно, похуй. Короче, хуй, я улетаю отсюда, не. В пизду. Это не стоит вообще того даже риска. Вроде как не жестко. Жестковато, но не жестко. Блядина ебучая, сука, тварь ебаная. Тебе кто давал слово, блядь? Блядь. Все нахуй. Чё там у нас? Ну вообще пиздец, это миллиарды, блядь. Минимум. Так, снова надо в гиперспейс. Еще, наверное, одну проветрить. Не знаю, надо хоть на кого-то нарваться, на попиздеть, блядь. В этом же суть игры, а не вот этой хуйней заниматься. А вот это чья орбита? Я вот на этой красной был. А, да, я был, я там собрал эту супер экзотику вкусную. Блять, надо как-то запоминать, где я был. Сука, ну это невозможно, ну столько звезд, блядь. А чё, в гиперспейсе прям безопасно?
Гамма Центаури. Это жестко. Но и трахать здесь могут жестко. Да, трах есть. Блять. Да иди нахуй. Нет, 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 нет. Тут можно спокойно, без потери пройти. Ну да, когда тебя садят, блять, сразу на этот хуй ебаный, ты, конечно, ничего не пройдешь. Ну в том же месте появилась хуятина ебаная, сука. Ну как так можно делать-то, блядь? Еще надо все это говнище собрать, блядь. Ой, вряд ли я туда проеду, блядь. Блядина ебучая, сука, тварь, мразь, пидораска, блядь, ебаная, сука, хуета ебаная, блядь, ебаная, педрильное чмо, сука, в жопу выебаная, блядь. Я хуйней занимаюсь, надо отсюда брать и потом направо хуячить. Блять, да ёбина ебаная, блять, почему год, блять, 2200, хуй знает какой, блять, эта хуйня ебаная назад сдать не может, блять. Блядина ебливая, сука, мразь, тварь, падла, блядь. Бля, я хуй знает, как тут ехать. Я, блядь, все соберу за одну поездку, мне поебать вообще. Пидораска, блядь. Ладно, нет, ехать слишком далеко до этой маленькой хуеты. Ща хапну и все. Блять, один просто уебок.
Вот эта зеленая пиздятина, это типа звезда. Ой, тут, наверное, вообще жесткость какая-нибудь происходит, блядь. Вакуум. Не, нормально. Не особо нормально, но по сравнению с прошлым пиздецом. Это вот эта пиздюлька или это какой-то битый пиксель, блядь? Это пиздюлька. Аж 13 штук, хотя выглядит маленький. О, ебаться в жопу пидора, нахуй. Ай, тут, видимо, так трахает, что просто пизда. Блять, я не знаю, я надеюсь, там не трахает. Я не знаю, как по этим. Ну, Везер класс 3, это, наверное, пиздец, да? Какой-то. Тектоник, блять, какой-то ебаный. Видимо, там пизда. Ну, блять, там пизда, но это вполне приемлемо. Блять, ладно, похуй. Два сдохли, хуй с ними. Ну спасибо, блять, говно ебаное. Блять, да и вообще не дает шансов, нахуй. Сучара. Нет, эти три кала будут собраны без потерь всего. Через как без сейвов в нее играть, блять? Типа чистить только безопасные планеты. Блять, рано нажал. Ладно, похуй. Миллиард топлива в помойку.
Все нахуй. Тихо, я лучше наверх полечу, там люди будут. О, какой-то хуесос. Давай ёбнем его. Или что это, черная дыра? We come in peace. Опа. This is Pro 2418-B. We are on a peaceful mission of exploration. Priority override. New behavior dictated. Must break target into component materials. Чё? Меня пиздить будут сейчас? Я нихуя не понял. Да, конечно, вот эти бои... Это пиздец. Мне кажется, это хуйня бессмертная или чё? А, у меня же оружия нет, я долбоёб. Я нихуя не понял, что это за пидоры, блять. Но они, видимо, бессмертные, потому что у них даже нету команды. Как это убить-то будет? У них хп нет. We come in peace. Remote program to replicate. Report data. Contact alien species. Priority override. New behavior dictated. Must break target into component materials. Это, наверное, лучшее, да, что можно сделать в этой ситуации, блять. А может, можно их избежать как-то? We come in peace. Mission description follows. Traverse space reporting data. Seek materials for replication. Replicate to expand scope of mission. Contact life forms in peaceful manner. After 10 replications, return to point of origin. End of mission description. Priority override. New behavior dictated. Must break target into component materials.
Но разъебать их нельзя вообще никак. Можно их разъебать. Сколько я там проебал мужичков? Нормально. Хотя можно без потерь сыграть. Давай, налетай, говно. Налетай, говно. Надо просто грамотно ракеты, блядь, направлять, они. Ну, блядь, тут невозможно грамотно. Такая уебищная, конечно, вот эта аркадная аркадка, блядь. Танковая хуйня. Ни назад летать нельзя, ничего нельзя, блядь. We come in peace. Ending alien contact subroutine. Priority over utmost. Посоёбался, блядь. Energize. Короче, ладно, пусть он убьет этот корабль и все. Бля, нахуй я нажал вот. Бля, мне кажется, я слишком сильно экономистикой занимаюсь, блядь. Пил этих команды, блядь. We come in peace. This probe is programmed to defend against hostile behavior. Бля, вот просто бред. Просто ебучий бред происходит, блядь. Чё тут вот этот корабль вообще умеет что-нибудь справа? Который... We come in peace. Remote problem. Пиздец, блядь. Energize. Нихуя он. Не пойми вообще, откуда что с него летит, блядь. Бля, надо было, я разъебал тогда их, надо было оставить. We come in peace. Remote problem.
We come in peace. Виноградно. Все, похуй. Это что за очко пидора, блядь, огромное? Ебать! Чё нахуй? Да тут можно, блядь, вообще обосраться, блядь. Ладно, сейчас Альфа Центавру, короче, обсасываю и всю и назад. Бля, игра, конечно, полнейшая, боевоз. Никто с этим не будет спорить, но вот эти вот бои сомнительные. Назад хотя бы можно было бы лететь, блядь. Ебаться в жопу там. Тут, по идее, безопасно должно быть. Охуеть. Бля, у меня топлива-то, кстати, мало. Бля, видимо, я нихуя не сделаю, у меня топлива мало. Короче, ладно, вот эту планету я доем и полечу назад. Похуй. Бля, как лететь назад с другого конца галактики? Типа надо прям лететь в гиперспейсе все это время, это ж пиздец. Так, все, ладно, назад придется сбавить оборот. Бля, 9 планет здесь. Как ее вообще найти теперь нахуй? А, ну вот, Сол. А если я вот делаю линию, что происходит? Стой, он сам летит, что ли? Подожди, Сол жму. А, вот он сам летит. А, все, понял. Вопросы отпали. А, ну все, понял. Все, вопросов нет. Не, у меня вопросы были, но них нет. Кстати. Вот сколько мне вот это говно уйдет, интересно. Это пиздец, это, блядь, должно быть триллионов. Минимум несколько триллионов, блядь. I'm at your disposal, Captain. Before we go on, I have something important to tell you. Так, давай. We are being bathed in a broad beam hyperwave transmission from the direction of the Rigel star system. Due to the broadcast wide dispersion,
We cannot discern its content. Certainly, Captain. What do you need to know? Fine is... We are being bathed in a broad beam hyperwave transmission from the direction of the Rigel star system. Due to the broadcast wide dispersion, we cannot discern its Так, мне content. это, я так понял, мне это понимать, как лети на Ригел. Чё, Excellent 5 work, тысяч? Captain. 5000 жалких, вонючих. Be careful out there, Captain. Жалкие, обоссанные, блядь, никчемные 5000. Ты охуел, пес? Так, ну мне тут вроде как ничего не надо. Вот здесь мне надо. Пока что 3 стоит. Пока что все еще 3. Бля, давай, короче, топливо до пизды прям. Красиво выглядело, блять. Ну, чтоб красиво выглядело, надо сюда еще один поставить. Блять, что-то еще надо ебануть. Подожди. Что такое Динамо Юнит, блять? Поебать. Давай сюда мужиков закину, чисто чтобы они летали как запасники. Скамейка запасных, блять. Сам этот корабль говнище. Все, меня устраивает. Ригел, да, говоришь? Ригел, блять, это можно устроить. Все, топливо полная жопа, блядь. Как я должен этот ригел ебаный найти, блядь? Блядь, а я могу типа вот взять
И он полетит туда? Ебать, ты ебанутый? Ну, допустим. Мне кажется, это, ну, все, кто играет в эту игру, так, наверное, делали, еще что-то... Бля, топливо-то жрется, да. Сколько он? Нет, вроде как долетит. Бля, я охуеть, что туда можно долететь без проблем. Да не, ну где уже скриптованная хуйня какая-то? Блять, нихуя там скопление, ёбаный рот. Это ж сколько там всякой хуйни можно собирать? Бля, вон Чернодыринск летит какой-то ебаный. А я чё, движки зря качал, блядь? Все, иди нахуй. А движки в гиперспейсе же вроде тоже, да, работают. Надо было, значит, их по фулам вообще. А нахуй ему что-то трили, только движки качать. Что воюешь ты другими кораблями. Блять, ну пиздец, конечно, ебать. Даже половины нет. Нет, еба. А вот и произошел скрипт. We are the Urquan Core. Блять, а вот и пидорасы. We cleanse our destiny. You will soon die. Make whatever rituals are necessary for your species. My trophy bone pit. In here is one skeleton from each of the races, which I personally exterminated. I fondle these bones and recall the fine cleansing. Perhaps your bones will grace this pit momentarily, unless they are accidentally vaporized. А я сейчас ебу. Скамейка запасных. Еще на один съеб хватит. Летим и кайфуем дальше. Подожди, чье это? Это Кохр. Кохр, ах. А, это Кохр, ах, это они, наверное, да? Это вот эти хуесосы. Значит, надо было в облет этого шара лететь. Ну, кстати, я сейчас лечу быстрее, чем они. Если вот только да, на перехват меня сейчас, блять, за жопу схватит.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Блять, это какой-то истребитель ебаный. We bring greetings from a friendly Опять эти species. пидорасы, блять. According to internal monitors, there are no Да, да, я быстрее, чем эти уговары ебучие, блядь. Че Гевары, сука. Бля, перехватчик летит. Пиздец. Мужики, чё вы устраиваете? Бля, ну тут еще столько лететь по их территории. Я теперь зато знаю, где они базируются, блин. Пиздос, просто какие-то, блядь, эти. Как эти хуесосы до сих пор называть, блядь, забыл. Гроксы, блядь. Ой, бля, вот это опасно. Все, вот этот меньше схватит. Ой. Ой-ой-ой. Ебать, что это за сердце тьмы? Осталось немножко. Бля, прямо все ГГ. Иисус ебаный, блядь, гнида крыса, падла. We are the Urquan Korra. Your presence here is premature. We fight the Khazar for supremacy of doctrine and possession of the Samatra. When the battle is won, our task is simple. We cleanse. You are the filth. Seeing that I represent your imminent death, as well as the termination of your entire species, I think your fear is well justified. Nonetheless, you require cleansing. Ой, я прям даже без потери жопы, блядь. Съебался. И это ваши вот эти вот супер крутые урки, блядь. Да. Все, у вас здесь нет власти, идите нахуй.
Блять, там кристаллическое уебище, видимо, летит. Do not fear. We shall not harm you. Бля, как же вы заебали. This probe is programmed to run. Интересно, можно ли как-то этот гиперспейс или подсъеб как-то прокачать, чтобы побыстрее было? Чё там опять? Блять, вы чё, ебанулись? Почти. Все топливо выжил, чтобы туда долететь. Ну, короче, да, с начала игры можно спокойно летать куда хочешь. Даже в пределах этих хуесосов. Блять, я почти долетчик, нахуй. Отпусти, а. Deep Space Nine. И тут просто ни хуя. Тут одна звезда ебаная, блядь. Приколяешь? Да нет, тут есть микропланета, блядь. Грумбридж, нахуй. Ебать. Rainbow World. Я что-то, кстати, про такую хуйню что-то вроде где-то видел когда-то. Тут что-то, короче, если найти все эти подобные Rainbow World, что-то дают. Пизды, наверное. Так тут, наверное, я сейчас высажусь, меня в жопу трахну за секунду, блядь. Да, озон, блядь. Озон, зон. Да, неплохо, короче. Надо запомнить, что вот здесь Rainbow Six Vegas 2, блядь, игра. А чё будет, если вот дальше, за пределы гиперспейса? Бесконечности далее. Нельзя, просто стена, блядь. Справедливо. Ну туда я вряд ли долечу. Мне еще интересно, что будет, если топливо закончится.
только не, блядь, не эти уёбки, сейчас не налетят. О, там какая-то хуета летает. Альфа. Акваясь. Ну, здесь разъеб с нулевой. Чую. Да. А чё это за хуятина? I am Trade Master Greenish, in command of the Melnome starship, inevitably successful in all circumstances. I bid you a formal welcome, Captain. Though we Melnome have just recently arrived in this region of space, we have long desired to make contact with your species and look forward to an extended, profitable relationship. Even before our first meeting, we knew of you, Captain. Though your struggle to free Earth shall be a long and difficult challenge, fraught with great danger and mystery, we have great confidence in you and your abilities. А чем он торгует, блядь? We gather information from 1,000 secret sources in space and time. Our charge for revealing even one of these sources would be so high that your species would be in debt to us for centuries. Our origins and purposes are frankly mysterious, and due to several unavoidable factors, we are unable to discuss ourselves in any great detail. First and foremost among these factors is our unwillingness to give away information about our history, psychology, and mental powers, our unique physiology, the exact locations of homeworlds, or our potentially ominous long-range plans. However, these important and relevant pieces of information are available for a nominal sum of credits. Yes, let us get down to business. Since this is your first time trading with us, let me explain how our system works. We are interested in purchasing certain items, specifically biological data on alien life forms, and the coordinates of certain strange worlds whose radiant energies defy all scanners, producing a rainbow-like image. In exchange, we have many interesting and valuable commodities, such as fuel, compatible with your starship's hyperdrive thrusters, technological specifications, allowing you to build new devices for your ship, and many important secrets which may help you in your travels. To facilitate trade, we translate all your sales into interstar credits, with which you may make purchases. If you have any questions, don't hesitate to ask. Now, what can we do for you today? What would you like to sell, Captain?
Your ship's log indicates that you discovered the whereabouts of one of the rainbow worlds, which so fascinate us. In exchange, we will give Yeah. you 500 credits. That's a good question, with a very interesting answer. The fee for this information is 12 million credits. Интересно, это можно купить, блядь? What trade items would you like to buy today? Investment. Ah, yes. You are so right. These technological breakthroughs don't cost you credit. They earn you credit. Of course, there is an initial charge, but each technological system item is guaranteed to be useful for something important somewhere in the galaxy at some point in the future. All technologies cost 150 credits. The technology we are now offering includes plans for building blaster weapons twice as powerful Хуета as your неинтересно, ion хуета bolt неинтересно. guns. Хуета неинтересно. What else would you? As you know, we carry a large supply of fuel on board, which is compatible with your Блять, можно engine сейчас нахуй system. назад даже We вернуться. will be happy to sell this substance to you at a cost of 1 credit per fuel unit. How much fuel do you Holy wish to fuck. purchase? Fuel transferred to your vessel. А людей у тебя там нету случайно? As you know, in our many centuries of star trading, we Melnorme have come to learn much about what happens in our galaxy, both now and in the ancient past. We have also kept records on the diverse alien races in your region space. We will share this crucial knowledge with you for a fee of 75 credits per informative fact. No refunds. The Zakpotpik are a friendly co-op of 3 alien species, all native to the same world. They are presently suffering severe collateral damage from the ritual combat between the Urquan and the Korra. While this is unfortunate for the Zakpotpik, Подожди, Уркван это they не have равно been forced to abandon many Хорарву? of their worlds. This close proximity to the Inter-Urquan War will give them insights into the conflict, which will be of great use to you. In addition, the Zakpotpik met the Chenjesu early on in the war and are eager to make allies who can protect them from their enemies. In case you are interested, the Zakpotpik homeworld is at coordinates 400.0 by 543.7, Planet 1. Подожди. Че он там сказал? 500, 400, 500 с хуем в жопе? Блять, так это пиздец нахуй, девочь. Бля, я забыл, что он сказал. Вот что-то вот это, да, класс. Вот это вроде, да? Ой, блять. В этой жопе пидорской, блядь, нихуя.
А хуй с ним, короче, заебал. Да еще можно вернуться. Сюда хочу. Похуй. Сейчас меня, скорее всего, кристаллы трахают. Бля, пиздец, за Rainbow планету 500 кредитов. Пиздец, хуйней занимаюсь, конечно, хуйней. Можно будет запомнить вот эти координаты, пригодится. Вообще можно и сюда залететь. Да ладно. Потом это все будет. Вот какая-то вот эта вот необычная маленькая тема. Микропланета. На которой нихуя. Нормально. Бля, нихуя себе, какой видик. Это газовое сранье, блять. Газовое сранье, блядь, сука. Тоже, наверное, газовичок. Да, газовик. Ну вот это что-то жесткое. Ебать, что это, блять?
Бля, не нахуй. Не нахуй. Тоже газовик. Да блять. Ладно, я тебя услышал. Да я думаю, уже можно даже долететь вполне. Как она там? 415 база открыта. Ну и вряд ли он долетит. Ну, блять. Конечно же, кристаллическая сперма вылезла. Ну нет. Вон еще один. Один. Да, полетал. Долетался до летального исхода, блядь. Ну-ка, если вот чисто эксперимент. Эксперимент. Будет ли он быстрее теперь хуячить в гиперспейсе? Можно ли будет кристальных хуесосов доджить? Так, 400... Ебать, улетел. Вроде Лили быстрее, мне кажется.
Явно быстрее. Так, блядь, движки, получается, это вообще лучшее, что можно там, блядь, взять. Если он еще быстрее, чем кристальное уебище летит, то это вообще пиздец. Спати, кстати, эти ебаные не нападут ли на меня сейчас? Может быть он именно с движками быстрее будет в гиперспейс вылезать. Но вон они летят. Но шансов угнаться за этой ядерной машиной быстро нет. Да, движки это вообще пиздец. Чит. Может быть можно у этого хуесоса движки получше, или у кого-то движки еще лучше, вообще летать, блять, от края до края за секунду. Плюс еще топливо меньше намного тратится. Кристальный пидор, да? Да, это кристальный пидор, и он не может меня догнать. Так, это уже урки ебучие. Еще ебать. Все, Планет 1. Attention, Starship. We are the Stockpot Pit. Make no hostile actions. We come in peace and with goodwill. But if you make one false move, you're vapor. Don't worry, my companion is just a bit nervous. No, I'm not. And argumentative. No, I'm not. You have arrived at our home world. And we've got 1 billion ships here. We are fortunate that you have found us in our time of need. So don't even think of trying to attack us. Hooray! That we finally found our saviors! Maybe. At last, our search is over. It is just as the great crystal ones promised. They look sneaky. I think they're lying. Quiet, fool. Can't you see our nightmare is over? This ship is from the great crystal one's fabled alliance. The alliance of 3 stars. Maybe. Our planets are under attack from an invading horde. We do not know who they are or why they are here. We are being blown to bits. Fleets of alien ships appear out of nowhere, then unleash terrible destructive energy. Fortunately, they release these energies on each other. Unfortunately, they favor combat near strong gravity wells. Their stray shots regularly strike the surface of our planet, often with tragic results. Fortunately, they have never found our homeworld, only our colony planet. Unfortunately, all of our colonies have perished as a consequence. In our ancient past, 4 species evolved intelligence on our homeworld. Simultaneously. They were the Zok, the Thought, the Pit, and the Zabranka. We 3, the Zok, Thought, and Pit, evolved in such a way as to acquire sustenance from many sources. From airborne zooplankton, from solar and ambient energies, and from rocky fungal cleaners. Our favorite.
The Zabranki also consumed a variety of foods, namely the Zak, the Fox, and the Pick. To survive the predations of the Zabranki, we banded together, annihilated the Zabranki, and formed the cooperative union you now encounter. We are a relatively peaceful group of species, Unless we're angry. so we find ourselves in need of help We only need a little. because of our desperate situation. Desperate is too strong a word. I think troublesome is more like it. We would like to establish a formal mutual assistance pact with your species. One of those, you scratch my vent, I'll scratch your flipper setups. And as a sign of our good faith, we will provide you with skilled captains and plans for building our Stinger starship. In return, if the bad guys find our homeworld, you'll rush over here and vaporize them. That is essentially correct. Great deal, eh? You can't afford to pass it up. So what do you say? How wonderful! Hooray! How marvelous! Yeehaw! Captain, we shall begin fulfilling our commitments at once. We will begin transporting our officers to your base immediately. Why, heck! Maybe I'll even make the trip to your planet. I'd make a good starship, Captain. Captain? I'm pretty darn mean in a fight, and there ain't nobody better than me with a thrusting stinger tongue attack. Так, я что-то охуенное, да, сделал? Видимо. Но нелегальное, потому что я об этом нелегальным путем узнал. Ебать, просто планета. Блять, ага, просто, блять. Хуй. Так, ну это не считается все. Ну, надо запомнить, что 400. Чистые координаты запомнить надо. А что, можно к ним еще слетать? Hello, friend and ally! Got any presents for us? We hope your struggle against the Earthworm goes well. Darn! He never gives us anything. Goodbye, Captain. See ya! Ну вот допустим. Ну что, я сейчас вернусь на свою планету, и там можно будет стингера какого-то собирать. 400, 543. Ну это, кстати, подлетает там, блядь. А где Соул был? We are the Да иди нахуй, блядь. over 5. Да иди нахуй. Может получится его ёбнуть? Сука, он сластик. Бля, ну хп у него, конечно, пизда. ХП у него, блядь.
Он медленный какой-то человек, показалось. Hello, Captain. Before we proceed, I wanted you to know, it would appear your diplomatic efforts have struck gold, Captain. We've been contacted by a race called the Zok-Fat-Pik, who wish to fulfill their part of the unification, something you have arranged with them, I gather. They have sent us specifications for the Stinger-class attack vessels, as well as a large number of Zok-Fat-Pik commanding officers. You're doing a fine job, Captain. Also, a previously unknown alien race has recently made contact with our base. They call themselves the Melnorme, and they're anxious to initiate trading relations with us. If we are interested, they suggest making a rendezvous at Alpha Centauri. Blow up an Urquan for me, Captain. Тусовка. Вот этот пиздюк. Чё он так дешево стоит? Ничего больше не пригнали? Движков там каких-нибудь термоядерных. Нихуя. Чисто проверить в бою эту хуйню и все. Нахуй. Читерить. Хотя можно вообще слетать туда и обратно, но мне кажется, сломается какая-нибудь сюжетная важность, блядь. Игра скажет, что я охуел, блядь. Ну он летает там, жук. Короче, понятно все. Так, надо столкнуться с кем-нибудь. Вот, Элвраты вот ебаные, мрази. Проверить, что за корабль. Давай, давай, давай. Еле как летит, блин. Три. What? Can I believe my sensory collapse?
my victim. Да, иди ты нахуй. Foolish flesh sack. Your obsession with strength spells your doom. Прям в стелсе было, видать. Ну да, они жесткие что-то. А он в стелсе, я что сделаю? Блять, и как вот с ним пиздиться, если он стал все охуевший? Ну, тут у меня вообще ничего нет. Он, блять, стелсер, как ты с ним будешь пиздиться? Сидит там паучара, блять. Вот в этом говне по-хорошему тренироваться надо. Ебать тут корабли. Я все заспойлерил себе нахуй корабли, блять. Вот что-то охуевшее. Вот что-то охуевшее. Это хуета. Вообще просто хуета, блять. Худший, наверное, корабль, наверное, в игре видел. Хотя вот еще хуже, блять. А, так это не уркваны, подожди, вот эти хуесосы, это кохрах, блядь, и вот это уркван, блядь. Значит, эти вот твари паучьи, это не уркваны, нихуя, что ли, или чё? Чем отличаются, блядь? Вот, видимо, какой-то супер крутой этот человеческий космолет.